я считаю, пусть помечтает. Потому что в своей жизни я встретила как минимум 100 или 1000 Наполеонов, которые говорили, что они Наполеоны. Встретила огромное количество Николаев II, встретила огромное количество царей разных. То есть люди хотят иметь что-то такое, что вот... Но зато я реально знаю человека, который, прибыв в Петербург впервые, подходя в Петергоф к музею, там стояла очередь, за ним вышел надсмотрщик за музеем, взял его за руку и провел совершенно бесплатно в этот музей. Вот это уже и есть кармическое подтверждение, что да, он был когда-то, жил там, он был хозяином этого дворца, поэтому на этого служителя музея сразу опускается такой определенный кармический шланг вибрационный, он идет и делает. Он даже этого может не помнить, и потом, когда ему скажешь, почему так сделал, он не ответит, но он обязан это сделать. То есть, если мы попадаем в кармическое место и реально были этим существом, то так и будет. Ну, любую карму же можно взять. То есть я-то вот почему ритмологически вам говорю, что карма – это просто кармический гардеробчик. Если вы хотите побыть в той или иной карме, да, пожалуйста, возьмите ее. Я же вот тогда в свое время взяла на себя, значит, отработать Екатерину II. Мне было интересно. Но правительница много что сделала, и интересна была ее жизнь, такая независимая достаточно жизнь, она просветительница. И дальше посмотрите, как все развернулось. То есть я веду Радаст во дворце Екатерининском. Сама пытаюсь жить в доме, который раскрашен под Екатерининский дворец. Мне распахивают эти ворота золоченые, мне открывают все комнаты. Начинаем вести съемки. Я в янтарной комнате читаю ритмы. Я провожу в этом зале большом. Встречаю людей у камина. И огромный Радаст провожу именно в этом месте. И передо мной все распахивается и раскрывается. Но я не хочу сказать, что я была Екатериной II. Я, наоборот, считаю, что иметь несколько воплощений на земле для меня оскорбительно. Поэтому я считаю, что на землю пришел один раз, отработал все, что ты хотел, здесь только любовь и отрабатывает, и ушел спокойно. Такой огромный мир вокруг. Ну что же держаться за одну маленькую планету? Но я этим показывала, что ты можешь взять, войти в эту карму и ее прожить спокойно. Или следующую карму, которую я даже себе выбрала. Мне было очень интересно сделать карму восточную. То есть Екатерина II, ну ладно, это более близкий такой экземпляр, исторический вариант. И расположена, ну, Европа, ну, как-то все поближе, да, образование. И я беру себе карму Майтрея. Я начинаю изучать Майтрея, Будда будущего, нахожу, что Майтрея – это девочка, что они все ждут Майтрею. И еду в Тибет. И вот теперь представьте, я нахожусь в Тибете, в Лхасе, главный дворец. Рядом находится храм Майтрея. Я вхожу в этот храм. Служители храма всех удаляют из храма, сами становятся в воротах, никого не пускают. И пока я там была, пока я делала все, что я хотела сделать относительно Майтрея, меня никто не потревожил. Когда я вышла, передо мной все падали ниц и делали простирание. Поэтому, ну что тут скажешь? Я не хочу сказать, что я Майтрея, нет. Но я хочу сказать, что любое воплощение, если у вас есть время ритмологически его прорабатывать, вы можете его попробовать. Я описывала в книге «Жизненно необходимое обретение себя». Там вообще целая глава посвящена, как это пробовать, как через разумный экран это проводить. Потому что я же хочу, чтобы вы не только вошли в эту карму, чтобы вы из нее вышли. Если просто ввести карму, ой, проще не бывает вообще. Ввести человека в карму – это нечего делать. То есть идет со мной человек по Мальте, говорит, что он был Наполеоном. Я говорю, ну хорошо, хочешь быть Наполеоном, так и будь. То есть делаю ему карму Наполеона, и реально он тут же заходит, там, где спал Наполеон, в какой-то музей смотреть эту кровать Наполеона. То есть все начинает происходить так, как будто он Наполеон.
То есть часть, это часть кармы. Но главное, что я рядом, я же могу его потом вывести из этого состояния. Потому что ведь некоторые уходят в Наполеон, а потом не возвращаются. А Наполеон закончил не так хорошо свою жизнь, как хотелось бы. Это тоже не надо забывать. Могут подстраховать, ввести. И я написала целую книгу «Откровенное знакомство». Но я думаю, она небольшая, есть смысл ее почитать. Вот там прямо все написано. Сначала нужно узнать, что такое карма, как в нее грамотно входить. Ну, а потом у нас спектакль есть замечательный. Я гардеробчик кармы, где развернут. Но у меня есть замечательные теперь личные ритмологи. Они заменили контактеров целиком и полностью. Личные ритмологи могут погружать человека в карму и погружать в судьбу. И я считаю, что погружение в будущее всегда много интереснее, чем погружение в прошлое. Но могут и погружать его между судьбой и кармой. Да, у них есть определенные методики, они этому обучены, поэтому они могут через ритмомер это проводить, если находят определенную зависимость данного человека от того или иного качества. Если оно... Еще могу сказать, что люди кармично очень обидчивы. Или они боятся, люди судьбенные, они боятся. И когда приходит человек, дрожит от чего-то, то, естественно, есть смысл человека выгрузить из судьбы. А если человек обижается на все подряд, на всех подряд, то надо его выгружать из кармы. Поскольку, когда в карме, ему кажется, что в прошлом, видите ли, мы так устроены, но вот сейчас человеческий рассудок, что нам кажется, что прошлое гораздо милее будущего. У нас есть в мозгу определенные субстанции, которые гасят в прошлом ненужные для нас вещи, блокируют. Ну, так же, как в нашем теле. То есть, если мы долго будем, чтобы у нас долго не болело, начинает выходить блокиратор боли. Если мы возьмем что-нибудь, будем долго держать на руке, потом мы не будем чувствовать тяжести. То есть это совершенно нормальное наше качество мозга, которое убирает ненужное из прошлого. Поэтому прошлое нам всегда кажется милее будущего. Хотя это далеко не так, но, тем не менее, так устроены люди. И они в прошлое хотят, стремятся, их прям не остановить. Они кажется, что попадя не в прошлое, они что-то там поменяют. И вот сейчас столько фильмов создается по прошлому, что можно поменять человека и отправить в прошлое. Ну, это смешно.